Друзья, здравствуйте. Представьте себе узкий морской коридор между Ираном и Оманом. Коридор соединяет Персидский залив с океаном. Это знаменитый сегодня на весь мир Ормузский пролив. На карте он выглядит практически незаметным. Только вот сегодня эти какие-то 195 километров водной артерии военные, экономисты и мы с вами, простые обыватели, рассматриваем буквально под микроскопом. Там танкеры стоят, как в пробке на Московском Садовом кольце. Только вместо клаксонов сирены ПВО. 100 с лишним судов, груженных нефтью и сжиженным газом, замерли в этом узком горлышке пролива. А Иран грозится вообще заминировать всю эту акваторию. И что мы в итоге имеем? 20% всей мировой нефти, или нефти, как сказали бы нефтяники, просто заблокированы. Ежедневно сырая нефть из Саудовской Аравии, Кувейта, Ирака, Объединенных Арабских Эмиратов проходит через одну узкую морскую артерию, без которой современная экономика просто не может существовать. Поэтому любое нарушение судоходства мгновенно провоцирует ценовой шок на энергоносители. Фиксируем. С начала военных действий США и Израиля против Ирана Саудовская Аравия и Катар потеряли миллиарды долларов всего за неделю. Нефть марки Brent уже пробивала отметку в 100 с лишним долларов. Эксперты-пессимисты вообще предрекают, что еще буквально несколько недель и цена взлетит до рекордных 225 долларов за баррель. И смотрите, что получилось. Трамп сказал, что вот буквально, братцы, еще чуть-чуть, мне надо последний приказ отдать, и уже вот она, победа демократии не за горами, буквально пару дней, нефть тут же пошла вниз. Правда, ненадолго. Так как обещание, пусть даже американского президента, это одно, а реальная ситуация это совсем другое. И теперь важный момент. Обратите внимание, нефть, которая продается на мировых рынках и проходит, в частности, через этот Ормузский пролив, она практически всегда продается за одну и ту же валюту. Не за реал, не за юань, не за рубль, не за евро. Она продается исключительно за доллары США. И это не просто какая-то там привычка рынка. Это часть огромной финансовой конструкции, которая появилась во второй половине 20 века и которая до сих пор определяет правила игры мировой экономики. Ну вот мы часто же слышим нефтедоллары, бюджет получит нефтедоллары, бюджет недополучит нефтедоллары. Откуда эти самые нефтедоллары взялись? Вот сегодня мы об этом с вами и поговорим. Система нефтедолларов работает настолько устойчиво, что иногда кажется, что все это естественный ход событий. Но время от времени происходят катаклизмы, которые напоминают, насколько она на самом деле уязвима. Например, 20 апреля 2020 года на бирже рухнула цена нефти WTI. Причем она не просто упала, она стала отрицательной. Минус 37 долларов за баррель. Это означало, что продавцы готовы были сами платить покупателям, лишь бы те забрали нефть. Для экономики, которая больше века строится вокруг этого ресурса, все выглядит почти абсурдом. Но тогда это объяснили последствиями пандемии коронавируса. Почему? Глобальная изоляция, ковид, самолеты перестали летать, заводы остановились, дороги опустили, и нефть никому не нужна. Но посмотрите, даже в тот стратегически опасный момент нефть все равно продолжала продаваться за доллары. Почему же нефть, которую добывают не только в США, но и в основном в странах Ближнего Востока, Латинской Америки или в России, оказалась настолько тесно завязана на американскую валюту? Дело здесь не только в экономике. Это история переворотов, войн, сомнительных сделок и геополитических конфликтов, которые продолжаются уже более 100 лет. И вот эта сегодняшняя война с Ираном доказывает, что 50-летняя машина под названием нефтедоллар начинает поскрипывать и дымить. И когда Иран говорит, что он готов разрешить ограниченному числу танкеров проходить через Ормузский пролив, только при одном условии, что нефть будет продаваться за китайские юани. Это, конечно, шантаж американцев, но это ведь и попытка
отойти от нефтедолларов. Нефтедоллары — это не столько термин из экономических учебников, сколько система, которая уже больше полувека держит доллар США на вершине мировой финансовой пирамиды. Суть проста и довольно цинична. Почти вся нефть в мире продается исключительно за доллары. Страны, которым нужна нефть, а это почти все страны, вынуждены держать огромные долларовые резервы, покупать американские казначейские облигации и, по сути, кредитовать США. Взамен Америка получает возможность печатать деньги без немедленных последствий. Мы все знаем, что чем больше печатает, тем больше у тебя инфляция. Огромный дефицит бюджета и торговли покрывается за счет глобального спроса на доллары. По состоянию на 2026 год около 80% мировой торговли нефтью номинировано в долларах. Это создает постоянный приток долларов обратно в США. Без этой системы понятно, что доллар бы давно обвалился под тяжестью американского долга, а это на секундочку 35 триллионов долларов. Почему это работает? Нефть — это самый важный товар на Земле. Ни пшеница, ни золото, ни соль. Самолеты, машины, танки, заводы и корабли — все это работает на нефти. Каждый день мир потребляет около 103 миллионов баррелей нефти. Из них 19 миллионов, то есть 20%, Соединенные Штаты Америки. И пока нефть продается только за доллары, доллар остается резервной валютой номер один. Даже если страна не торгует с США, она все равно вынуждена держать доллары, чтобы купить нефть, например, у Саудовской Аравии, России или Ирана. И вот это дает Америке уникальную привилегию. Она может финансировать войны, дефицит и потребление за счет всего остального мира. И вообще все страны, которым повезло обладать нефтяными ресурсами, во многом, если не сказать решающим образом, влияют на мировую геополитику. И вот мы с вами следим, что там, как, что за цена на нефть, поднялась или упала, какой там курс доллара, какой курс евро, потому что все эти валюты тоже привязаны к нефти. У нас в свое время был подробный выпуск про нефть в нашем цикле «Простые вещи». Кто не смотрел, обязательно это сделайте. Но сегодня мы поговорим о другом. С нефтью связано много исторических мифов, с ней связано много любопытных, а порой кровавых историй. Ну, например, многие считают, что падение цен на нефть во многом уничтожило Советский Союз. И наоборот, в нулевые оно обеспечило нам те самые жирные нулевые годы. Именно рост нефтяных цен все это дело обеспечил. Мы помним, что в 19 веке было такое словосочетание – «золотая лихорадка». В 20-м золотая сменилась нефтяной. В 19 веке нефть — это что такое? Это какое-то странное, не слишком полезное какое-то вещество. Используют нефть в основном для производства керосина. Керосином освещают дома и улицы. Хотя качество нефти как топлива уже достаточно хорошо было известно. Но в тот момент сколь-нибудь развитого нефтяного рынка в Америке, например, не существует. Зато была первая нефтяная компания Seneca Oil, несколько акций которой купил бывший железнодорожник Эдвин Дрейк. И вот он решил искать нефть не на поверхности земли, а воспользоваться опытом соледобытчиков, которые, чтобы добраться до соли, бурили скважины. 27 августа 1859 года бур достиг нефти на глубине 21 метр. Ее начали выкачивать при помощи обыкновенной помпы. 25 баррелей в день. Это, конечно, не фонтан, но это первое коммерческое количество нефти, которую добыли не с поверхности, а из-под земли. Мир пока не понимал, что вообще произошло. Но именно с этого момента, с этой минуты, началась настоящая нефтяная лихорадка. В Америке десятки компаний бросились искать новые месторождения. Они бросились строить перерабатывающие заводы, прокладывать трубопроводы. Нефть постепенно превращается в огромный бизнес. И сам Дрейк создает собственную нефтяную компанию. Только вот деловые качества первооткрывателя оказались совершенно никчемными. Он, вы знаете, забыл запатентовать свой метод бурения и к 1863 году потерял все деньги. Потерял на биржевых спекуляциях, оказавшись совершенно разоренным. Зато спустя 3 года в обиход вошел термин «стандартный нефтяной баррель» или бочка
объемом 42 галлона. Это примерно 159 литров. Давайте разберемся, почему именно 42. Дело в том, что к тому времени деревянная бочка в 159 литров стала в Америке стандартной емкостью для перевозки патоки, мыла, вина, масла, китового жира и других товаров. Когда ее заполняли нефтью, она имела как раз такой вес, который мог поднять один человек. И вот с тех пор весь мир считает нефть именно в этих самых 42-галлонных бочках. Ирония в другом. Дрейк умер в нищете, а его баррель стал единицей измерения мирового богатства. Друзья, на улице стремительно теплеет, и скоро в магазинах и на маркетплейсах появится новый номер чтива, с обложки которого мы прямо призываем вас отправиться в отпуск. Номер этот полностью посвящен путешествиям. Главным героем этого выпуска стал Гарик Харламов. Мы поговорили с ним о том, как самый ленивый человек в российском шоу-бизнесе объехал с концертами весь мир. Внутри номера большой материал, который расскажет, как набраться впечатлений, не покидая Россию. Мы подготовили гид по невероятным местам, которые часто остаются за страницами популярных путеводителей. Там северное сияние, окаменевшие великаны и памятник, который открывал российский император. Кроме того, мы выяснили, какие удивительные твари жили на краю земли, по мнению древних путешественников. Мы вспомнили, каким был золотой век дирижаблей и почему он продлился так недолго. И даже переложили на карту путешествия литературных героев, от Одиссея до монаха из китайского эпоса «Путешествие на Запад». Друзья, ссылку на предзаказ нового номера оставил в описании, ну а мы, собственно, возвращаемся к выпуску. Практически одновременно с Соединенными Штатами нефтяная индустрия начала развиваться и на другом конце света, на берегу Каспийского моря, в районе Баку. Вся эта территория входила в состав Российской империи. Здесь работают компании семьи Нобелей и Ротшильдов, а нефтяные вышки покрывают побережье почти непрерывной линией. Уже в 1863 году в Санкт-Петербурге зажглись первые керосиновые фонари. Только вот они работали почему-то не на бакинской нефти, а на американском керосине. Почему? Потому что бакинская нефть просто толком не могла конкурировать с американской из-за кошмарной логистики. Из Штатов доставить нефть было проще и дешевле. В итоге американский керосин в Санкт-Петербурге стоил 30 копеек, а свой отечественный 35. И вот 80% рынка в России занимала тогда американская нефть. Бред? Но так оно было. Вот он, первый пример действия на практике нефтедолларов. Хотя до самого термина нефтедоллара еще вообще очень далеко. На тот момент нефтянка была пусть и быстро растущим, но все еще довольно хаотичным рынком. В мире бурили тысячи скважин, бизнесмены пытались продавать керосин, строить маленькие заводы, прокладывать трубопроводы. Компании появлялись, компании исчезали, и все это происходило почти каждую неделю. В этой суматохе только один человек увидел то, чего другие не рассмотрели. Джон Рокфеллер был мелким предпринимателем, который в какой-то момент решил войти в нефтяную промышленность. Кто не видел, посмотрите наш выпуск про империю Рокфеллеров. И еще один наш выпуск про тех, кто управляет миром. Все эти люди там перечислены. Так вот, Рокфеллер понял одну простую вещь. Настоящие деньги в нефти зарабатываются не столько на добыче, сколько на контроле всей цепочки от скважины до конечного покупателя. Чтобы вам было понятно, этот мультимиллионер, а позже миллиардер, основал компанию Standard Oil. Было ему 31 год. И к началу 1870-х она начала поглощать конкурентов. Иногда через сделки, иногда через давление, иногда через ценовые войны. Рокфеллер заключал тайные соглашения с железными дорогами. Он от них получал скидки на перевозку нефти, а скидок этих у его конкурентов не было. Конкуренты пытались сопротивляться, но долго это продолжаться не могло. Спустя 10 лет Standard Oil стали настоящим монстром, который контролировал 90% всей нефтепереработки в Америке. По сути, это был первый в мире нефтяной картель, то есть структура, которая могла влиять на цены, на объемы производства и на правила игры на рынке. В американской прессе Рокфеллера называли по-разному.
Гений бизнеса, безжалостный монополист, архитектор новой индустрии. Но в одном сходились почти все. Он первым понял, что нефть стала стратегическим ресурсом, и что контроль над этим ресурсом может означать не просто богатство, а власть. Со временем американское правительство все-таки подумает и решит, что господство Standard Oil что-то какое-то чрезмерное. И в 1911 году Верховный суд США постановит разделить компанию на 34 отдельных фирмы. Собственно, современные монстры нефтяного бизнеса, такие как Exxon, Chevron, они как раз осколки империи Рокфеллера. Ну а что сам-то Рокфеллер? Раздел бизнеса только утроил его состояние. Он был первым в истории миллиардером. Помните, я вам только что рассказывал про нефтяные месторождения в Баку? Так вот там, во многом благодаря уже Ротшильдам, вечным конкурентам Рокфеллера, о которых у нас тоже есть выпуск на канале. Так вот, благодаря им в конце 19 века Россия смогла обеспечивать 30% мирового рынка нефти. А в начале 20-го и вовсе вышла на первое место по мировой добыче. Тогда никаких скважин в Арабских Эмиратах, в Саудовской Аравии в помине нет. Нефть там лежала под ногами, но никто этого не знал и никто не мог вообще понять и добыть ее в промышленных масштабах. Поэтому именно русская нефть шла на экспорт на Ближний Восток. В 1904 году в Баку произошла стачка, которая привела к пожарам на нефтяных вышках. И пусть в итоге договор с нефтепромышленниками был подписан, ущерб нефтепромыслам был нанесен такой, что добыча нефти упала в несколько раз. И кто же занял свободное место в экспорте русского черного золота на восток? Естественно, Standard Oil Рокфеллера. Вообще идея контроля над нефтяным рынком через крупные компании и через согласованные решения, она переживет и Рокфеллера, и Ротшильда, и Нобеля на десятилетия. И в середине 20 века вернется уже совершенно в другом масштабе. Теперь контролировать нефть попытаются не частные корпорации, а государства. И тогда же появится, а главное, надежно закрепиться в массовом сознании, терминология «нефтяная экономика». Когда в 1911 году Верховный суд Америки приказал разделить Standard Oil, многие решили, что эпоха нефтяных империй закончилась. И первыми, кто воспользовался этим на практике, стали военные. В 1912 году британский флот принял решение, которое тогда выглядело вообще безумием. Первый лорд Адмиралтейства, знаменитый Уинстон Черчилль, настоял: будущее флота в жидком топливе, поэтому уголь должен уйти в прошлое. Отныне британские корабли переходят на нефть, которая, конечно же, обладала очевидным преимуществом. Корабли становились быстрее, легче и могли проходить большее расстояние, причем без дозаправки. Но у этой технологии была и обратная сторона. Уголь-то Британская империя добывала у себя дома, на своей территории, а нефть приходилось покупать, искать за 1000 километров от Лондона. А это уже зависимость от иностранных поставщиков. Любая блокада – это военная уязвимость. Черчилль пошел ва-банк. Он убедил правительство купить контрольный пакет акций Anglo-Persian Oil Company, компании, которая в 1908 году нашла нефть в далекой Персии. То есть где? На территории нынешнего Ирана. В 1914 году британская казна получила 51%, то есть контрольный пакет акций этой компании. Это был первый в истории случай, когда государство напрямую вошло в нефтяной бизнес, просто ради национальной безопасности. Буквально через пару недель началась Первая мировая война, и она показала, насколько Черчилль был прав. Танки, грузовики, самолеты, вся эта новая военная техника работала на нефти. Победа все больше зависела не от количества солдат, а от того, у кого есть доступ к топливу. Победа союзников, как позже скажет французский маршал Фош, плыла на волне нефти и была победой бензина над углем. Друзья, очень короткое объявление. Поскольку за 3 месяца до мероприятия, до 30 мая, проданы все билеты на открытый урок истории, мы попросили у Театра на Цветном еще одну дату. 28 мая мы проведем еще один открытый урок. Будут сделаны 2 записи. Первая – это история Аугуста Пиночета, и вторая – реальная история Джеймса Бонда. Ссылка на билеты в описании, ну а мы обратно к теме выпуска.
После Первой мировой войны борьба за контроль над нефтяными месторождениями вышла на новый уровень. Крупнейшие компании постепенно начали координировать свои действия. В 1928 году представители нефтяных гигантов встретились в шотландском замке Ахнакерри. По факту нефтяной гигант тогда был один, тот самый Standard Oil, только раздробленный на 7 разных компаний, которые сейчас нам известны под именами Exxon, Shell, Chevron, British Petroleum, Mobil, Texaco и Gulf. И вот эти компании в шотландском замке за вискариком подписали соглашение, смысл которого был очень простой. Давайте, парни, не будем устраивать ценовые войны друг с другом. Делим рынок, контролируем добычу, фиксируем квоты. Вот такой вот неформальный картель. Позже глава итальянского концерна Eni Энрико Маттеи назовет их 7 сестрами. В этом чувствовались и сарказм, и, конечно же, зависть. И главным образом зависть. Компании эти блокировали доступ к нефти в развивающихся странах и держали цены на уровне, выгодном только им самим. Термин прижился. Кроме того, именно в это время британцы, французы и американцы делили Ближний Восток. Сначала нефть нашли в Бахрейне, затем в Саудовской Аравии. И вот тут начинается настоящая история нефтедолларов, потому как американцы оказались проворнее и везучие. 3 марта 1938 года американские геологи калифорнийского отделения Standard Oil, ставшего на тот момент уже Шевроном, в пустыне Саудовской Аравии бурили скважину Дамам. Глубина 1440 метров. Сначала на поверхность шли газ, грязь, потом появилась черная жижа. В первый день добыли 1585 баррелей. Через 3 дня уже 3690. Скважина била фонтаном. Это был первый коммерческий приток нефти в Саудовской Аравии. Позже выяснилось, что это всего лишь верхушка айсберга, а Ближний Восток таким образом превратился в нефтяной центр планеты. Баланс сил начал меняться. Первая настоящая война за нефть развернулась уже во время Второй мировой. Германия оказалась в крайне уязвимом положении. У Третьего Рейха почти не было собственных нефтяных ресурсов. Внутренняя добыча составляла около 500 000 тонн в год. Еще примерно 3 миллиона тонн поставляла Румыния. Хотя стоит сказать, что тот самый пресловутый Standard Oil Рокфеллера очень и очень помог Гитлеру с нефтью. Еще в 1934 году американский концерн построил на территории Германии нефтеперерабатывающие заводы. Но даже всего этого для немецкой военной машины было недостаточно. Германия просто не могла позволить себе затяжную войну. Главной целью становились регионы, где находилась нефть. Прежде всего Кавказ, а точнее Баку. Позже министр вооружений Третьего Рейха Альберт Шпеер скажет: мы вторглись в Россию из-за нефти. Так это или не так, после победы союзники прекрасно поняли: контроль над нефтью означает контроль над будущим всего мира. Нужно было заново придумывать правила глобальной экономики. Что в этот момент происходило в мире? Европа лежала в руинах, там нарастал энергетический кризис. Сталин Европу спонсировать, конечно, не хотел. Зато доллар, кто бы что ни говорил, но был тогда единственной стабильной валютой. И вот здесь начинается Бреттон-Вудская система. Как бы это странно ни звучало, до окончания войны было еще 10 месяцев, а мир уже начинал думать о создании новой стабильной финансовой системы. Июль 1944 года. Отель Маунт Вашингтон в маленьком городке Бреттон-Вудс, это в штате Нью-Гэмпшир. 730 делегатов из 44 стран. Победители. Они уже делят будущее планеты. И вот британцы предлагают создать новую мировую валюту Банкор. Нейтральную, без доминирования одной страны. А американцы занимают жесточайшую позицию и говорят: нет, давайте только доллар. И в этом споре Америка побеждает. Просто потому, что у нее в тот момент 75% мировых золотых запасов, самая сильная экономика, и по сути это единственная страна, которую не бомбили. Она не разрушена, она в полном порядке. И вот 22 июля 1944 года соглашение подписано. Доллар США фиксируется к золоту по курсу $35 за унцию. Все остальные валюты
фиксируются к доллару с колебаниями плюс-минус 1%. Формально это выглядело как классический золотой стандарт. Нюанс в том, что золото лежало в американских хранилищах, и доллар становился главной валютой мировой торговли. И пока экономика США оставалась самой мощной в мире, система работала очень устойчиво. Но с самого начала в системе, конечно, были заложены ошибки. Послевоенная Америка тратила огромные деньги. Сначала план Маршалла, а это вообще десятки миллиардов долларов. Все это было отправлено на помощь Европе. Затем будет Корейская война, будет Вьетнам. И вот золотые запасы тают, долларов в мире становится все больше, но кризис начнется позже, а пока параллельно происходит еще один важный момент. Борьба за контроль над месторождениями. И снова зафиксируем. Вторая мировая еще не закончена. В феврале 1945 года на борту американского крейсера «Куинси» в Большом Горьком озере Суэцкого канала состоялась встреча, которая определила судьбу Ближнего Востока на следующие 70 лет. Что же это за встреча? Президент США Франклин Рузвельт и король Саудовской Аравии Абдул-Азиз ибн Сауд подписали секретный пакт Куинси. Суть очень простая. Соединенные Штаты гарантируют безопасность Саудовской Аравии. Что это значит? Они защищают страну от любого вторжения извне, они гарантируют безопасность королевской семьи и от внешних, и от внутренних угроз. Взамен американцы получают эксклюзивное право на разработку всех саудовских нефтяных месторождений. То есть вся нефть добывается американскими компаниями. Никаких других игроков. Монополия. Именно тогда арабо-американская нефтяная компания Арамко стала не просто компанией, а государством в государстве. Саудовская Аравия превратилась в американский нефтяной протекторат, а доллар получил первое серьезное нефтяное подкрепление. Именно на борту Куинси была достигнута договоренность, которая на долгие десятилетия определила энергетическую политику региона. Но далеко не все страны Ближнего Востока готовы были мириться с таким порядком. Первый серьезный вызов западной нефтяной системе прозвучал в начале 50-х. 1953 год. Премьер-министр Ирана Мохаммед Моссадык. Я о нем рассказывал в выпуске про конфликт Ирана и США. Посмотрите его, если вы его еще не видели. Моссадык совершил то, что в Вашингтоне и Лондоне просто сочли угрозой национальной безопасности. Он национализировал англо-иранскую нефтяную компанию. По факту компания была британской, и она владела всей иранской нефтью. Так вот, Моссадык хотел, чтобы Иран сам распоряжался своим черным золотом. На его заявление, что нефть принадлежит исключительно народу Ирана, и Лондон, и Вашингтон ответили жестко. Нефть уже стала слишком важным элементом мировой экономики. И вот так какая-то отдельная страна, самостоятельно будет менять правила игры. Мы не позволим. Ответом стала тайная операция западных спецслужб. Моссадыка свергли, восстановили власть шаха. А нефть обратно перешла под контроль западных компаний. Только теперь это были не одни лишь британцы, а совместно с американцами. Этот эпизод стал одним из самых известных вмешательств времен Холодной войны на Ближнем Востоке. И он показал, насколько стратегически важным ресурсом стала нефть. Но одним Ираном дело, конечно, не ограничилось. В нескольких нефтяных странах растет недовольство существующей системой ценностей. Именно в такой атмосфере в сентябре 1960 года в Багдаде родилась организация, которая должна была навсегда изменить баланс сил. 5 стран – Венесуэла, Саудовская Аравия, Иран, Ирак и Кувейт – создали организацию стран-экспортеров нефти, сокращенно ОПЕК. Вы этот термин 100 раз слышали. Инициаторами были венесуэльские и саудовские министры нефти. Они устали от того, что эти самые компании, 7 сестер, диктовали цены, урезали их в одностороннем порядке, а самое главное, забирали себе почти всю прибыль. ОПЕК была объявлена как картель стран-экспортеров. То есть мы, добывающие страны, сами теперь будем решать, сколько добывать, по какой цене продавать,
сокращать добычу, увеличивать добычу. Главная задача – вернуть контроль над собственными ресурсами. По сути, это такой получился Международный нефтяной профсоюз. И вот за следующие несколько лет количество стран увеличилось до 13. В 2016 году появится ОПЕК+, в который войдет еще 11 стран, включая Россию. Но об этом мы поговорим чуть позже. А пока давайте вернемся в 60-е. Ну, первое время, конечно, на Западе к новой организации относились скептически. Это что такое-то? 5 развивающихся стран против американских и английских гигантов, но это же смех. Казалось, что нефтяные страны очень сильно зависимы от западных технологий, от западных инвестиций, от западной инфраструктуры. И ничего они с балансом сил, конечно, не сделают. Но сам факт появления ОПЕК означал, что эпоха полного контроля западных компаний над мировыми нефтяными потоками постепенно заканчивается. В это же время начинает трещать и финансовая система Бреттон-Вудс. Соединенные Штаты Америки печатают все больше и больше долларов. Они финансируют экономический рост, они финансируют свою международную политику. Но золотые резервы, они все-таки ограничены. И некоторые государства вдруг начали задавать неудобный вопрос. Слушайте, пацаны, а если доллар вот действительно обеспечен золотом, можно ли обменять накопленные доллары на драгоценный металл? Вопрос, наверное, бы так и остался риторическим, если бы не президент Франции Шарль де Голль. У нас тоже есть выпуск об этом великом политическом деятеле. Де Голль стал самым громким критиком этой системы. Он прекрасно понимал, Америка живет непосредством. Она печатает доллары, а мир вынужден эти доллары у себя держать. Он назвал доллар валютой с чрезмерной привилегией. То есть фактически де Голль объявил доллару войну. Следующим шагом он потребовал обменять все французские долларовые резервы, а это в тот момент 750 миллионов долларов, на чистое золото. И вот в 1965 году первый французский военный корабль прибыл в Нью-Йорк. Привез он долларовые купюры, сдал их, а обратно забрал золотые слитки из Федерального хранилища Америки. Чтобы вы оценили масштаб происходящего, за 1965 и 1967 года Франция вывезла из США около 3000 тонн золота. Франция проверяла систему на прочность. Президент Никсон в ярости назвал де Голля врагом доллара. И это был первый серьезный удар по Бреттон-Вудской системе. К слову, если бы в тот момент остальные страны последовали бы примеру Франции, золотых запасов США просто не хватило бы. Впрочем, и без этого мир увидел, что доллар можно поставить на место. Есть такая конспирологическая теория, что вот 1968 год, посмотрите выпуск «Год, который изменил все», вот эти протесты в Париже против де Голля 1968 года организовали американцы, отомстили ему за то, что он начал атаку на доллар. Тем не менее, стало в тот момент ясно, что правила мировой экономики снова придется менять. И давайте уже официально вводить нефтедоллар. Чем мы ходим-то по кругу, вокруг да около? Зачем нам эти условности? Если смотреть новости последних дней, Ближний Восток снова выглядит как пороховая бочка. Заминированный Ормузский пролив, ракеты с двух сторон, системы ПВО, беспилотники, аэропорты, которые работают в узком диапазоне возможностей. Рейсы отменяют, рейсы не отменяют, люди пытаются покинуть регион, а в социальных сетях, понятно, драма. Блогеры пишут сторис из отелей, инфлюенсеры колотят тревожные посты, и эскортницы, и криптотрейдеры спешно пакуют чемоданы. Вот эти люди, еще вчера демонстрировавшие роскошную жизнь на показ, яхты, небоскребы, рестораны с видом на залив, абсолютная безопасность, теперь все, значит, ждут эвакуации. Ну, понятно, что это все внешне драматическая картина, но для нас важно, что именно Дубай или Доха или Абу-Даби — это как раз те самые города, которые выросли на нефтедолларах. Это символы того, что способна сделать нефть с экономикой страны. Взять, к примеру, Дубай. В середине 20 века это небольшой порт на берегу Персидского залива. Рыбаки, торговцы жемчугом, несколько тысяч жителей, и вокруг безжизненная пустыня. То есть территория, которая для жизни непригодна. Поэтому население города едва превышало тогда 20 тысяч человек. Не то что небоскребов, вообще ничего нет, ни отелей, ни воды нет, ни коммуникаций, ни зеленых насаждений.
И вот за 50 лет из Дубая сделали настоящий современный мегаполис. Я сейчас не буду рассказывать про историю создания Объединенных Арабских Эмиратов, про историю Дубая. Об этом у нас на канале есть отдельный выпуск, который набрал там 1 с чем-то просмотров. Главное в нашей истории в том, что здесь в 1966 году находят нефть. Разработкой занимается, естественно, одна из 7 сестер. И вот поначалу обнаруженная нефтяная скважина выглядела как просто удачное открытие. Очередное полезное ископаемое. Но довольно быстро стало понятно. Дубайская нефть — это не просто ресурс. А спустя 5 лет еще одно историческое событие произошло. Разрозненные монархии встречаются и учреждают Объединенные Арабские Эмираты. И окончательно выходят из-под британского протектората. В итоге проходит несколько десятилетий, и страны Персидского залива буквально переписали собственную историю. Пустынные территории превратились в финансовые центры. Маленькие некогда порты в мегаполисы, а правящие династии в самых богатых людей на земле. Нефть оплачивала армии, социальные программы. Нефть превратила эти крошечные государства в самых влиятельных игроков мировой политики. Но вернемся в Америку. 15 августа 1971 года Ричард Никсон выходит в прямой телеэфир. Он сидит за столом и, значит, делает заявление, которое звучит настолько буднично, что вначале вообще никто не понимает, о чем речь-то. А Никсон заявляет следующее. Отныне Соединенные Штаты Америки прекращают конвертировать доллар в золото. И добавляют, вы не волнуйтесь, это временная мера. Позже этот день в истории назовут Никсоновским шоком. Мир замирает, на биржах паника. Японская иена, немецкая марка, английский фунт. Все начинает рушиться. Страны, державшие доллары в виде золотых запасов, вдруг понимают, теперь это может стать просто бумагой. Доллар падает на 15% за неделю. Финансовая система ищет новую опору, и опора неожиданно находится в нефти. Хотя что значит неожиданно? Нашел ее, или точнее придумал весь этот механизм советник по национальной безопасности, а затем и госсекретарь, легендарный человек, о котором мы, конечно, сделаем выпуск, Генри Киссинджер. Но прежде чем о нефтедолларе заговорят официально, миру предстоит пережить один из самых жестких энергетических кризисов в истории. Осенью 1973 года на Ближнем Востоке начинается война судного дня. В день главного еврейского праздника Кипура армии Египта и Сирии внезапно атакуют Израиль. Израиль получает поддержку от Соединенных Штатов, а арабские страны, входящие в ОПЕК, наносят удар посильнее, чем любая атака на поле боя. Они объявляют эмбарго против США и их союзников. Так нефть превращается в оружие. Цены взлетают в 4 раза, с 3 до 12 долларов за баррель. Представляете, какие цены были, да? Для Запада это настоящий шок. Американцы просто не понимают, что происходит. Такое ощущение, что они впервые узнали, что у кого-то вообще покупали эту нефть, они пользовались своей. Никсон требует перестать отапливать дома и пользоваться только одним автомобилем на семью. Вводятся карточки на бензин, которые продают по расписанию. Американцы восприняли это как посягательство на их свободы, как будто обеспечение нефтью было прописано в Конституции. Именно в это время, назвав нефть главным оружием 20 века, Киссинджер уже ведет тайные переговоры с саудитами. Саудовская Аравия уже тогда крупнейший экспортер нефти и фактически лидер нефтяного рынка. И вот тогда заключается секретная сделка, точнее историческое соглашение. Условия простые и чем-то схожи с пактом Куинси, который был подписан в 1945 году. Саудовская Аравия обязуется продавать нефть только за доллары, а США представляют не только гарантии безопасности этой стране, но еще представляют элитам этой страны доступ к американским финансовым рынкам. Так родилась система нефтедоллара, модель которой быстро распространилась на другие страны ОПЕК. Надо сказать, что вот эта история договора с саудитами, она же у нас в нескольких выпусках
проходит. Вспомните знаменитый наш выпуск про банк жуликов, да, когда американцы вдруг увидели, что у них под ширмой американского банка на самом деле работают саудиты, дубайские элиты, и вообще как они на нашем рынке оказались. А истоки, корни этой истории, они как раз вот в том самом соглашении. Посмотрите этот выпуск, если вы его еще не видели, там действительно интересная многоуровневая история. Ну а мы подошли, наконец, к термину нефтедоллар. Что произошло после сделки с саудитами? Хочешь купить саудовскую нефть, ты должен купить доллары. И мир снова вынужден держать доллары. Только теперь не ради золота, а ради нефти. А нефтедоллары возвращались обратно в США, покрывали дефицит и держали ставки низкими. То есть Америка получила возможность печатать деньги без последствий. Так золотая клетка Бреттон-Вудса превратилась в клетку нефтяную. И, кстати, именно эту систему сегодня, сейчас, весной 26-го, Иран пытается разорвать, перекрывая Ормузский пролив. Но нефтяная политика — это, конечно, не только деньги. Это еще и очень тонкая и очень опасная игра. 21 декабря 1975 года министры стран ОПЕК собираются в Вене. Собираются они на очередную конференцию. В разгар заседания в здание врывается вооруженная группа из 6 человек. Лидер – знаменитый террорист Карлос Ильич Рамирес Санчес. Человек, которого весь мир знает под прозвищем Карлос Шакал. Он входит в зал переговоров, у него автомат, гранаты, охрана на месте убита, участники заседания лежат на полу. 62 человека, из которых 11 министров нефти крупнейших нефтяных стран планеты, оказываются в заложниках. План был чудовищный. Террористы собирались казнить нескольких министров, а остальных использовать как политический рычаг. Карлос требует выкуп, самолет и освобождение своих людей. Захват длится 3 суток. В итоге австрийские власти сдаются и предоставляют самолет в Алжир. Половину заложников, в том числе всех министров, террористы освобождают сразу, а остальных берут с собой в качестве живого щита и освобождают их в Алжире, получив выкуп в $50 миллионов. Это был сигнал. Нефть не просто топливо, это война. Тем временем нефтяная система переживает еще один удар. В 1979 году вспыхивает иранская революция. Шаха Мохаммеда Резу Пехлеви свергают, и он бежит из страны. Аятолла Хаминеи берет власть. Добыча иранской нефти останавливается, и нефть эта почти исчезает с рынка. Цены снова взлетают вдвое и доходят до 40, а потом и до $60 за баррель. По факту, новая Исламская республика сразу определила себя в оппозиции к западному контролю над иранской нефтью. Именно с этого момента Иран становится для Америки чуть ли не главным врагом. Наследие этого противостояния, как мы видим, продолжается и сегодня. А тогда, в 1979-м, США накрывает вторая волна очередей на бензин. Новый президент, тогда это уже Картер, в прямом эфире говорит: это кризис доверия. За Картером к власти приходит Рейган, и он обещает: мы вернем величие Америки. Трамповская «Make America Great Again» — это же пересказ рейгановской цитаты. Ну а что в тот момент с Советским Союзом? Советский Союз ведет себя как игрок, который хочет сорвать банк, но не знает правил. В те годы СССР второй по добыче нефти в мире, второй после США. Этому способствовала та самая израильская война судного дня, когда арабский мир перестал продавать нефть на Запад, а Советский Союз, наоборот, резко нарастил экспорт в Западную Европу через только что построенный трубопровод «Дружба». К 80-му году нефть и газ давали до 70% валютных поступлений Советского Союза. Москва продает нефть по высоким ценам эпохи нефтедолларов. Получает доллары, марки, вообще любую валюту. Эти деньги шли на то, чтобы импортировать зерно, технологии, продовольствие, то есть все то, чего в плановой экономике не хватало. Брежнев и его окружение привыкли к этой системе. Нефтедоллары закрывают все дыры. А еще Советский Союз не входил в ОПЕК. Он конкурировал с картелем, он иногда демпинговал, играл по своим правилам. И, конечно, все это раздражало не только американцев, это раздражало и саудитов. В 80-е, когда цены уже начали колебаться,
Москва продолжала качать нефть на полную, несмотря на то, что ОПЕК попытался сократить добычу. В результате к 1985 году Советский Союз экспортировал почти 3 миллиона баррелей в сутки. Это больше, чем любая страна ОПЕК, кроме Саудовской Аравии. И вот тогда, в 1986, уже при Горбачеве, Саудовская Аравия решает затопить рынок. Добыча нефти наращивается до максимума. Цены тут же опускаются до $10, а были они 60, как вы помните. Согласно официальной версии, это был ответ на сланцевую революцию в США и на то, что Советский Союз начал продавать нефть по демпинговым ценам. Существует еще одна теория, что с Саудовской Аравией договорились об этом американцы, сам Рейган, чтобы критически подорвать экономику Советского Союза и окончательно разрушить империю зла, как он тогда называл Советский Союз. А Советский Союз, как мы помним, в этот момент уже плотно сидит на нефтяной игле. Прямых доказательств этого нет, конечно. Но с учетом того, что экспорт нефти составлял главную валютную выручку страны, когда цена на нее рухнула в разы, поток валюты, понятно, резко сократился, бюджет Советского Союза начал трещать. А такие низкие цены держались аж 3 года. Поэтому, по факту, именно черная жижа затянула Советский Союз на дно. Ну, конечно же, это не уничтожило Советский Союз мгновенно. И не только нефть, справедливости ради, его погубила. Мы во многих выпусках об этом говорили. И в путче 91 года, и в выпуске про то, как распался Союз. Но, тем не менее, нефть и доллары в очередной раз доказали свою силу. В последующие десятилетия Вашингтон превратил нефть и доллар в мощный инструмент политического шантажа. Он защищает его всеми возможными средствами. Во-первых, дипломатическими. Это когда США все больше и глубже дружат с монархиями Персидского залива. Сюда входят долгосрочные гарантии безопасности, многомиллиардные сделки по закупке оружия, базы, разведка. Саудовская Аравия, Эмираты, Катар – все они, в общем, получают политическую крышу в обмен на лояльность к доллару. Во-вторых, экономические методы – это когда Международный валютный фонд и Всемирный банк стали проводниками всех долларовых норм. Страны, пытавшиеся уклониться, тут же получали санкции, кредитные заморозки или блокировку SWIFT. Ну и в-третьих, конечно, военными. Ну куда без них? Это прокси-конфликты и, как мы видим, уже прямые интервенции в нефтяных регионах. Понятно, что официально все это делается ради демократии, безопасности, борьбы с терроризмом, в каждый раз поводы разные, но на практике американцы получают контроль над ресурсами, энергией и валютой. Мы много раз рассказывали о всяких тайных операциях ЦРУ, как свергались правительства, которые, например, не хотели продавать нефть за доллары. Сила нефтедоллара, по мнению некоторых, как раз в том, что он опирается не на рыночную конкуренцию, а исключительно на военную силу. Роберт Кийосаки, автор знаменитой книги по основам ведения бизнеса и финансовой грамотности, книга называется «Богатый папа, бедный папа», прямо писал: большинство думает, что Ирак, Иран и Венесуэла – это только про нефть. Настоящая причина – принуждение к соблюдению доминирования нефтедоллара. Поэтому страны, которые пытаются котировать нефть в евро, в юань, в золото, получают как минимум санкции, а по максимуму военное вторжение. Первый громкий сигнал прозвучал в 91-м, когда Саддам Хусейн вторгся в Кувейт. Официально это территориальный спор. На деле попытка контролировать огромные нефтяные запасы и диктовать цены ОПЕК. Американцы собрали коалицию и провели операцию «Буря в пустыне». Об этом есть выпуск на нашем канале. Иракские войска разгромили за считанные недели. Саддам у власти остался, но понял, трогать доллар очень опасно. Но, впрочем, это его не остановило, и через 10 лет он пошел дальше. Хусейн объявил, что Ирак переведет всю продажу нефти с долларов на евро в рамках программы ООН «Нефть в обмен на продовольствие». Через 3 года американские танки вошли в Багдад. Официальная версия – наличие у Ирака химического оружия, бактериологического оружия массового поражения. Знаменитая пробирка, которой с трибуны ООН потрясал госсекретарь Колин Пауэлл. Ну, оружия в итоге, конечно, никакого не нашли. В тот год, кстати, один из немногих, кто блестяще ответил Пауэллу и Бушу, был Владимир Владимирович Жириновский. В своей неповторимой манере
он предупреждал американцев, что не надо шутить с войной. Вот цитата. «Джордж, ты ковбой, остановись! Ты подумай о будущем Америки. Это барахолка. Доллар, доллар, доллар. Это грязная зеленая бумажка». Но бумажка, тем не менее, сделала свое дело. После свержения режима иракская нефть мгновенно вернулась к долларовой номинации. А сам Саддам был повешен в 2006 году. Нефтедоллар ему отомстил. Дальше ливийский лидер Муаммар Каддафи выступил с еще более дерзким планом. Он хотел создать панафриканский золотой динар, валюту, обеспеченную золотом Ливии, и продавать нефть и газ только за нее. Это тоже была прямая угроза доллару, но уже в Африке. В 2011 году, во время арабской весны, НАТО, включая США, вмешалась в гражданскую войну. Каддафи был схвачен и убит на улице. «Мы пришли, он умер», радостно заявила тогда госсекретарь Хиллари Клинтон. Ливийская нефть тут же вернулась к долларовой торговле, а страна до сих пор в хаосе. Мы сейчас делаем большую историю, большой выпуск про Муаммара Каддафи. В Венесуэле практически тот же сценарий, только пока без летального исхода, путем насильственной смерти. Уго Чавес умер, а Николас Мадуро продвигал также идею торговли нефти вне доллара. Мадуро запустил национальную криптовалюту, которую привязал к запасам нефти, укрепляя таким образом свои связи с Китаем и с Россией. Американцы сначала включили санкции, это не очень работало. В какой-то момент терпение Трампа лопнуло. В январе этого года мы видели, как американские военные провели спецоперацию, захватили Мадуро по обвинению в наркотерроризме. Венесуэльская нефть снова под контролем и снова торгуется исключительно за доллары. Ну и, наконец, Иран. С 2000-х он активно экспериментировал с продажей нефти в евро, юанях, рупиях и даже в бартерных схемах. Иран предлагал альтернативные биржи, обходил долларовую систему. Пусть напряженность США уходила корнями в революцию 1979 года, но вот эти валютные эксперименты давление только усиливали. Последние десятилетия Иран жил в режиме постоянных санкций, и каждый раз они были мотивированы его ядерной программой и нежеланием сотрудничать с Соединенными Штатами. Но совершенно очевидно, что основная причина – это нефть. И вот в 1926 году это давление переросло в открытую войну. И вот сейчас, когда Иран перекрывает 20% мировой нефти, цены летят вверх. И теория нефтедолларовой войны звучит уже не как какая-то конспирология, а это становится главной рабочей гипотезой. В конце нашего рассказа мы зададимся ключевым вопросом. А могут ли нефтедоллары исчезнуть как понятие? ОПЕК давно перерос в ОПЕК+. После 2016 года к нему присоединились Россия, Казахстан, Мексика, Азербайджан и другие. Вместе они контролируют около 55% мировой добычи. Когда цены падают, страны сокращают квоты. Когда растут, наоборот, наращивают. Это уже не стабилизация рынка, это глобальный рычаг. Страны БРИКС идут еще дальше. Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, Иран и даже уже Саудовская Аравия. Все они экспериментируют с национальными валютами. Доля юаня, рупии, реала или рубля в нефтяных сделках растет. Крипта, альтернативные системы платежей вроде BRICS Pay, цифровые валюты центробанков – это уже не фантастика. Пока, конечно, это капля в море. 80% нефти все-таки торгуются за доллары. Но, как говорится, капля камень точит. В любом случае, если конфронтация с Ираном затянется, то издержки неизбежно взлетят. Мы уже видим, сколько стоят, например, авиабилеты. Дальше больше, сколько будет стоить бензин. Война ведь ведется не только оружием, она ведется экономиками. Историки потом скажут, конфликт 2026 года был о контроле над энергией, валютной властью и о будущей архитектуре глобального экономического порядка, а также о нефтедолларе, который не хотел сдаваться. Но на сегодняшний день Ормуз все-таки заблокирован, наши острословы в соцсетях предлагают прорыть новый альтернативный канал от побережья Персидского залива через Объединенные Арабские Эмираты и Оман напрямую к Индийскому океану, вот как на этой схеме. Уже даже расчеты сделали и прикинули, что длина этого канала будет около 400 километров, а при нынешних технологиях его можно прорыть очень быстро, ничего не разрушая, так как путь пройдет через Аравийскую пустыню, где разрушать-то, в общем, и нечего. Чем вам не новое предсказание в духе Жириновского, которого я сегодня уже цитировал?
Друзья, вот такая история нефтедоллара, как он появился и к чему мы пришли к 2026 году. К сожалению, вывод печальный. Для того, чтобы в 21 веке страна успешно существовала, у нее должны быть две вещи. Собственная нефть и собственное оружие, желательно ядерное, чтобы эту нефть защитить. Понятно, что мира это не добавляет, но... Знаете, построили мир, какой уж построили. Как долго продлится нефтяной кризис, главным образом военный кризис на Ближнем Востоке, как долго продлится война США и Израиля против Ирана, мы не знаем. Надеемся, что это закончится очень быстро, но последствия этой войны мы видим сегодня, каждый день, они только ухудшают экономику. Я в этом выпуске рассказывал о разных вещах и предлагаю вам посмотреть выпуски, если вы их еще не видели. Все они вокруг нефти так или иначе крутятся. Это выпуск про тайные операции ЦРУ в Иране, Иран-Контрас. Это выпуск про бурю в пустыне. Это выпуск про противостояние Ирана и Запада. Если вы не видели эти выпуски, посмотрите. Спасибо, что смотрите уроки истории. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. И до новых встреч!